129 человек. Лучшие корабли Империи и запас еды на 3 года. Почему все это закончилось грудой костей, разбросанных по арктическому льду? Что заставило крепких, обученных людей бросить теплые корабли и уйти умирать в снег? Только сейчас, спустя почти 200 лет, мы наконец узнали, что произошло в ту последнюю зиму. И правда оказалась страшнее любых легенд. Друзья, доброго времени суток. Сразу хочу сказать, что этот ролик дался мне очень непросто. И это не потому, что здесь много работы, не из-за объема сценария и не из-за монтажа, а потому что это очень тяжелая история. Здесь нету счастливого конца, есть только люди, которые ушли однажды в Арктику и больше не вернулись. И чем больше я изучал эту историю, копался в материалах, тем больше я понимал, что в основном ее рассказывают везде поверхностно. На многие факты и улики этого дела часто не обращают должного внимания. Сегодня вместе с вами мы будем разбираться, что же произошло с экспедицией Франклина в те далекие годы. Рассмотрим документы, записи, все, что удалось найти спустя большое количество времени. И начать нам придется с самого начала. Чтобы понять всю эту историю, надо сначала понять одну мечту, над которой несколько веков был помешан весь западный мир. Называлась она Северо-Западный проход. Сейчас объясню, что это и почему ради него гибли люди. Смотрите, в те времена главные деньги были в торговле с Азией, с Китаем, с Индией. Оттуда везли шелк, пряности, чай, все то, что в Европе стоило золото. Но дорога туда из Европы была чудовищно длинной. Надо было обогнуть на парусном корабле всю Африку снизу или всю Южную Америку. Это месяцы и месяцы пути. Шторма, болезни, половина команды просто могла не вернуться. И вот европейцы веками мечтали: а что если есть короткий путь? Не вокруг всего света, а напрямую, поверху через север Канады. Прошел по студенным водам над Америкой из Атлантического океана в Тихий, и вы уже почти в Азии. Кто первым найдет и освоит такую дорогу, тот станет богат и знаменит на весь мир. Вот этот воображаемый короткий путь по верху и стали называть Северо-Западным проходом. Одна беда. Этот короткий путь – это не чистое море. Это огромный лабиринт из сотен островов далеко за полярным кругом. И почти круглый год он забит льдом. И лед там не такой, как на нашей речке зимой. Он не тает даже летом. Проливы между островами то открываются на пару недель, то снова намертво смыкаются. И предсказать это невозможно. Корабль может зайти в проход между островами, а лед за спиной возьмет и сомкнется. И все. Вы в ловушке, посреди ледяной пустыни, где нет ни людей, ни еды, ни тепла. За это арктические воды и прозвали ледяной могилой. И все равно 400 лет подряд Европа упрямо лезла туда. Корабль за кораблем, экспедиция за экспедицией. Многие пропадали. Но мало-помалу карту заполняли, и к середине 19 века на ней оставался незакрытым уже совсем небольшой кусок. Последний клочок неизведанного между уже нанесенными частями. Британцам казалось: ну все, осталось чуть-чуть. Один последний рывок, и проход наш. И слава тоже наша. Вот ради этого последнего рывка в 1845 году и снарядили ту самую экспедицию. Оставалось только выбрать, кто ее возглавит. И вот с командиром вышла заминка, которую важно понять, потому что она многое объясняет. За всей этой затеей с проходом стоял один человек – сэр Джон Барроу, большой начальник британского флота. По сути, второй человек во всем Адмиралтействе. К 1845 году ему было уже 82 года. И почти 40 лет, с самого 1804 года, он упрямо пробивал одну идею – покорить Арктику и, наконец, пройти этот проход. Это была мечта всей его жизни. И именно Барроу выбирал командира для решающей экспедиции. Выбирал, между прочим, долго и трудно, потому что желающих идти на верную опасность было не так много. А теперь следите внимательно, потому что тут важные имена.
Я их назову все, чтобы вы видели, каким по счету оказался Франклин. Командовать решающим победным походом сначала предложили вовсе не ему. Барроу обошел 5 опытных людей, и каждый либо отказался, либо не подошел. Идем по порядку, поименно. Первым позвали сэра Уильяма Эдварда Пари, самого знаменитого полярника той эпохи, который к тому времени уже 5 раз ходил в Арктику во главе экспедиций. Но Пари было за 50, он устал ото льда и собирался на покой, и вежливо отказался. Вторым позвали сэра Джеймса Кларка Росса, тоже опытнейшего, который только что вернулся из Антарктики. Но Росс незадолго до этого женился и дал молодой жене слово, что больше в полярный лед не пойдет. И вот тут интересная деталь. Барроу очень хотел именно Росса и предлагал ему буквально все. И денежную пенсию, и дворянский титул, и даже отсрочку всей экспедиции на целый год. Росс все равно отказался, слово, данное жене, оказалось ему дороже титула. Третьим был молодой и чистолюбивый Джеймс Фитцджеймс, но его отверг уже сам флот. Решили, что в свои годы он слишком молод, чтобы возглавлять такое огромное дело. И эта фамилия Фитцджеймс нам аукнется в самом конце, в страшном эпизоде. Четвертым Барроу подумал о Джордже Беке, но решил, что тот слишком вздорный и склочный, с таким долго в походе беды точно не оберешься. Пятым был Фрэнсис Крозье, но Крозье был ирландцем незнатного рода, а в тогдашней Британии с ее строгими порядками это считалось минусом. Да и сам он по своей скромности командовать не особо рвался. И вот смотрите, какая горькая штука. Двое из этих отвергнутых, Фитцджеймс и Крозье, в итоге все равно пошли в этот поход. Просто пошли они не главными. Фитцджеймс стал капитаном Эребуса, а Фрэнсис Крозье – капитаном Террора и вторым человеком во всей экспедиции. И именно ему, Крозье, в самом конце достанется самое страшное – вести сотню умирающих людей по льду на верную гибель. Но об этом позже. А пока, обойдя всех 5, сэр Джон Барроу нехотя остановился на сэре Джоне Франклине. Не потому что Франклин был лучшим, а потому что больше выбирать было особо не из кого. А сам Франклин на это место очень рвался и всеми силами добивался своего назначения. Командование он получил 7 февраля 1845 года. То есть вот что важно понять. Франклин был не блестящим первым выбором, он был компромиссом, запасным вариантом, 6-м человеком, к которому пришли, перебрав 5. И вот кем он был. Франклин – опытный морской офицер, ему 59 лет, почти вся жизнь прошла в море, и в этих ледяных краях он уже бывал целых 3 раза. Человек он был добрый, набожный, к своим людям относился по-отечески. Казалось бы, хороший выбор, но за его спиной тянулась мрачная тень. Дело вот в чем. Много лет назад Франклин уже водил людей в эти места, в долгий пеший поход по северу Канады. И поход вышел катастрофой. Из 20 человек он потерял 11, больше половины. Люди умирали от голода один за другим. Дошло до того, что выжившие, чтобы не умереть, ели лишайник, скоблили мох с камней и варили собственную кожаную обувь. Просто чтобы было что пожевать. С тех самых пор за Франклином по всей Британии и закрепилось жуткое прозвище – человек, который съел свои сапоги. И это совсем не ради красного словца. Голод, который доводит людей до поедания обуви, это не случайный эпизод из прошлого Франклина. Это, если хотите, предупреждение. Тень, которая ляжет на всю эту историю до самого конца. И вот тут появляется человек, без которого вообще ничего не было бы. Жена Франклина. Леди Джейн Франклин. Леди Франклин появится в нашем деле несколько раз. И каждый раз это будет поворотный момент. Леди Джейн была женщиной незаурядной. Умная, честолюбивая, с огромной волей и связями в высшем обществе. И у нее была боль. С 1837 по 1843 год Франклин служил губернатором далекой британской колонии острова Тасмания у берегов Австралии. И служба эта закончилась для него провалом и позором. Его сняли с поста, репутацию изрядно подпортили. И вот леди Джейн страстно хотела вернуть мужу доброе имя.
А что могло прославить его на всю страну вернее, чем триумфальное покорение Арктики во славу всей империи? И вот тут горькая ирония, которую держите в голове. Историки считают, что именно леди Джейн со своей любовью и своими связями во многом и протолкнула немолодого, уже потрепанного Франклина в эту экспедицию. Она хотела его спасти, вернуть ему славу, а по сути своими руками подтолкнула его навстречу гибели. Итак, командир есть. Спорный, но опытный и с волевой женой за спиной. Теперь посмотрим, на чем он отправился в путь. А вот тут уже все было по высшему разряду. Если с командиром вышло так себе, то в остальном собрали все действительно самое лучшее, что было. 2 военных корабля Эребус и Террор. Кстати, названия у них говорящие, мрачноватые. В переводе со старых языков это что-то вроде мрак и ужас. Тогда на это внимание не обратили, а зря, как покажет история. Это были не простые парусники, а специально перестроенные машины для борьбы со льдом. Давайте разберем, чем их напичкали, потому что важно понять, люди уходили не на авось, а максимально подготовленными. И тем страшнее то, что с ними случилось. Во-первых, корпус. Его дополнили, укрепили, обшили нос толстым деревом и железом, чтобы корабль мог продавливать лед и чтобы лед не раздавил его самого. Во-вторых, и это новинка по тем временам, на каждый корабль поставили паровую машину. По сути, сняли двигатель с паровоза и засунули в трюм. Это сделали для того, чтобы корабль мог идти даже в полный штиль, когда паруса бесполезны. В-третьих, тепло. От той же паровой машины пустили трубы по всему кораблю. Получилось паровое отопление, чтобы команда не замерзла в полярную зиму. И та же машина перегоняла морскую воду в пресную, чтобы было что пить. Дальше еда. И вот тут одна важная деталь, которая еще всплывет. Еды взяли с огромным запасом. На 3 года. А если экономить, то можно растянуть и на все 5 лет. Тонны сухарей, тонны муки, бочки соленого мяса и новейшее изобретение той эпохи – мясные консервы в жестяных банках. Раньше так еду не хранили, это была свежая технология. Вот из-за этих жестяных банок потом и родится самая знаменитая и самая спорная теория во всей этой истории. А еще, и это говорит о людях больше всего, на корабли загрузили библиотеку. Больше 1000 книг. Зачем книги в ледяном походе? Затем, что полярная ночь – это месяцы полной темноты, и от скуки и тоски человек в такой темноте сходит с ума и слабеет быстрее, чем от самого холода. Книги были лекарством от безумия. Взяли даже маленькую живую обезьянку по кличке Жако, подарок самой леди Франклин, чтобы команде было веселее, и собаку. На борт сели 134 человека. 14 мая 1845 года корабли торжественно отчалили от берегов Англии. Провожать их вышла сама королева. Вся страна была уверена, эти двое вернутся героями и наконец покорят проход. По дороге зашли в Гренландию. Это большой остров на полпути. Там 5 матросов, которые приболели, отправили домой на попутном судне. И вот теперь главное число всей нашей истории. Дальше в арктические воды пошли 129 человек. 129. Ровно столько потом и не вернется. Ни один. И вот последняя ниточка, связывающая их с живым миром. С той же Гренландии моряки отправили домой письма. Знаете, на что они жаловались? Не на холод и не на страх. Они беззлобно ворчали, что капитан Франклин запретил им ругаться матом и пить спиртное. Понимаете? Обычные живые мужики, которым немного скучно и которые идут, как им кажется, в трудный, но в общем-то понятный рейс. Они и представить не могли, что их ждет. В июле 1845 года, уже среди арктических льдов, в заливе Баффина, 2 китобойных судна случайно встретили Эребус и Террор. Моряки перекинулись парой слов, пожелали друг другу удачи и разошлись. Это были последние люди, которые видели экспедицию Франклина в полном составе, еще живой. А дальше полная тишина. Корабли словно растворились во льду. А что было дальше, мир будет по крупицам мучительно собирать следующие 170 лет. Мы знаем это по следам, которые потом годами по кусочкам находили поисковики. И первый такой след – первая зимовка экспедиции. Давайте я сразу объясню слово «зимовка». Без него дальше будет непонятно. В Арктике летом часть льда подтаивает и можно плыть, а осенью все снова замерзает намертво.
Корабль вмерзал в лед, и команда просто пережидала зиму прямо в нем, как в доме. Топили печи, жили по распорядку, ждали лета, когда лед отпустит. Это нормально и не страшно. Представьте теплый дом, который застрял посреди белой ледяной пустыни. Вот так экспедиция и провела свою первую зиму на маленьком острове под названием Бичи. И вот на этом острове поисковики через 5 лет нашли первый зловещий знак. 3 могилы. Аккуратные, с деревянными табличками, на которых вырезаны имена и даты. Эти надписи можно прочитать и сегодня. Эти трое – первые погибшие за всю экспедицию. Джон Торингтон, кочегар, 20 лет. Умер 1 января 1846 года прямо в новогоднюю ночь. Джон Хартнелл, матрос, 25 лет. Умер 3 днями позднее. И Уильям Брейн, морской пехотинец, 32 года. Умер весной в апреле. Молодые, крепкие мужчины и умерли в первую же зиму в самом начале пути. И вот первый вопрос, на котором лично я застрял. Почему они умерли? Еды полно, до катастрофы тоже еще далеко. Отчего же тогда они умерли? Это уже удалось выяснить в наше время, когда добрались до их тел. Умерли эти трое не от голода. Они умерли от болезней, от воспалений легких и от туберкулеза. То есть на этом этапе экспедиция еще крепко стояла на ногах. Это пока не катастрофа. Это просто первые трое, кому не повезло. Обычное дело для долгого тяжелого плавания. Но вот что важно, и это пригодится нам в самом финале. Эти трое лежат в вечной мерзлоте, а значит их тела не сгнили, а сохранились как в ледяной морозилке. И когда через 137 лет ученые до них доберутся, они прочитают по этим телам очень многое. И именно отсюда вырастет та самая знаменитая теория про свинец, но всему свое время. А на самом острове Бичи поисковики не нашли главного. Ни одной записки, ни строчки о том, куда экспедиция пошла дальше. 3 могилы и гробовое молчание. След опять оборвался. Что было после Бичи, мир узнает только из одного единственного документа, но его найдут гораздо позже. А мы пока идем дальше за самими моряками. Что же случилось с ними? Итак, первую зиму на Бичи пережили. Пришло лето 1846 года. Лед подтаял, и корабли двинулись дальше на юг, искать тот самый проход. И вот тут у острова короля Уильяма ловушка и захлопнулась. В сентябре 1846 года льды снова сомкнулись и зажали оба корабля. Намертво. И вот в чем весь ужас. На следующее лето лед уже не растаял. И еще через год то же самое. И вот тут надо остановиться и прочувствовать разницу. Одно дело это спокойная зимовка, перезимовал, дождался лета и поплыл дальше. И совсем другое то, во что попали они. Лето приходит, а лед не отпускает. Корабли стоят вмерзшие и не могут сдвинуться ни на метр. Проходит месяц, другой, полгода, год, полтора. Вокруг ни клочка открытой воды, ни земли и ни единой живой души. Только белая пустыня до самого горизонта. И эти 2 корабля, застывшие в ней, как мухи в куске льда. Вот это уже не зимовка. Это медленный капкан. И пока они там сидели, запертые, надеясь, что лед вот-вот треснет и отпустит, а он не отпускал, начало происходить страшное. И первым его не пережил сам командир. 11 июня 1847 года сэр Джон Франклин умер. Прямо там, в ледяном плену, на борту своего корабля. От чего именно, мы точно не знаем. Скорее всего, от болезней, как и те трое на Биче. Командир, ради славы которого все затевалось, не увидел ни прохода, ни дома. А теперь самый ценный предмет на всей нашей доске. Единственный документ, который экспедиция вообще оставила после себя. Одна записка. И из этой записки мы и знаем почти все, что было дальше. Ее нашли гораздо позже, спустя годы, но я расскажу про нее прямо сейчас, потому что по времени событий она как раз здесь. Поясню, что это была за бумага, чтобы было понятно. Полярники брали с собой специальные печатные бланки от флотского начальства. Листы, на которых можно было оставить короткий отчет и спрятать в условном месте. Вдруг кто-то потом пройдет мимо и найдет. Прятали их обычно в пирамиду, сложенную из камней. Такой себе арктический почтовый ящик. Камни видно издалека, и внутри лежит весточка. Так вот, на одном листе оказалось 2 записи.
сделанные с разницей в целый год. И в этом вся соль. Первая запись была аккуратная, сделанная посередине листа, дата 28 мая 1847 года. Смысл простой и спокойный. Корабли зимуют во льдах, экспедиции командует сэр Джон Франклин. И в конце приписка: «Все хорошо». Оставил и подписал ее небольшой отряд под началом лейтенанта Грэма Гора. Они отошли от кораблей на разведку и спрятали записку в пирамидке. Подписи под ней самого Грэма Гора и помощника по фамилии Чарльз Дево. Все хорошо. Май 47-го. Держите в голове эту дату и эти два слова. Сейчас они зазвучат жутко. Потому что на том же листе по краям втиснута вторая запись. Ее добавили ровно через год. 25 апреля 1848 года. И сделали это рукой два человека. Капитаны Джеймс Фитцджеймс и Фрэнсис Крозье. И это уже не спокойный отчет. Это крик о помощи. Каждое слово в ней – факт. Это сохранившийся документ. Читаю по пунктам. Пункт 1. Сэр Джон Франклин мертв. Умер 11 июня 1847 года. Вдумайтесь в две даты рядом. Все хорошо написано 28 мая, а командир был уже мертв 11 июня. Между бодрым «все хорошо» и смертью Франклина всего 2 недели. Вот с какой скоростью все посыпалось. Пункт 2. К этому моменту умерли уже 24 человека. Не 1-2, 24. 9 офицеров и 15 матросов. Для флотской экспедиции это страшные неслыханные потери. Пункт 3. Самый главный. Оба корабля и Ребус и Террор брошены. Их оставили 22 апреля 1848 года. К этому дню корабли простояли вмерзшими почти 2 года, и так они дождались, когда лед их отпустит. Пункт 4. 105 выживших, все, кто еще был жив, под началом нового командира, капитана Крозье, сошли с кораблей на лед и собираются идти пешком на юг, к материку, к большой реке. На этих словах записка обрывается. Это самые последние слова, которые мы вообще от них слышим. Дальше ни одного документа. Только лед, кости и чужие свидетельства. И вот тут главный вопрос всей этой части. Зачем? Зачем бросать корабли и идти пешком в ледяную пустыню? На корабле же стены, какие-никакие печи, остатки еды, крыша над головой, а они уходят в чистое поле на лютый мороз. Это звучит безумно. Но давайте разберемся, потому что смысл, хоть и отчаянный, тут все же был. Смотрите, поставьте себя на место капитана Крозье. Корабли почти 2 года не двигаются с места. Лед не отпускает и явно не собирается отпускать. Это уже не корабли, а ледяные гробы, которые никуда не плывут. Еда, даже тот огромный запас, который взяли, подходит к концу. 2 лишних года плена съели запас. Людей косят болезни, и вот это самое страшное. Помощи ждать неоткуда, потому что никто в целом мире не знает, где они застряли. Их ищут, но ищут вслепую, наугад, по всей гигантской Арктике. Сидеть на месте значит просто медленно умирать всем до одного. И Крозье принимает единственное решение, которое еще дает хоть призрачный шанс. Бросить мертвые корабли и идти к людям своими ногами. Далеко на юге, на материке, были торговые посты. Места, где живут люди, есть еда, тепло и помощь. Туда через сотни километров льда, снега и голой тундры он и повел 105 измученных человек. Это была отчаянная ставка обреченных. Дойти до живых, пока еще держат ноги. Это было даже не от храбрости, а скорее от безысходности. Другого выхода у них уже не было. Они выступили в поход. И то, что случилось с ними на этом пути, самая страшная и темная часть нашей истории. То, о чем почти 200 лет боялись говорить вслух. Обо всем этом и о том, кто же все-таки раскрыл правду, мы поговорим во второй части. Она уже в работе и скоро выйдет. Поэтому подписывайся и ставь лайк, чтобы не пропустить. Спасибо за просмотр.